Привет-привет, с вами Алена, а за работой экстра-мастер Елена, мастер моего салона. К нам пришла молодая девушка, и стопа у нее гидрозная, то есть она такая влажненькая. И, конечно, такая стопа, как правило, бывает проблемной. В данном случае у нее есть тенденция к вырастанию, практически на всех пальчиках. Как видите, она их выстригает. И самая большая опасность этой стопы, точнее пальчиков в нашем случае, заключается в том, что кожа постоянно влажная. Она имеет такое состояние, как будто кожу распарили, да, как будто вы ноги в тазике попарили. То есть она, в принципе, в этом состоянии пребывает почти что всегда. А еще добавим туда носочки или колготки и засунем все это в ботиночки. И коротко пострижем ногти. И, конечно же, мы получим ноготь, который будет впиваться в размягшую влажную кожу. Конечно, самый логичный выход из этой ситуации – это поставить коррекционную систему. Клиентка обратилась к нам впервые, и пока она не готова к таким радикальным мерам, пока что решили справляться, так скажем, стандартными средствами, оказать первичную помощь, то есть делаем пока педикюр, обработку. Сразу хочу оговориться, что здесь надо было бы взять присыпку, по крайней мере, это на мой взгляд, но Елена сказала, что она и так на протомане справляется. В общем, она там всем побрызгала, все это сделала обработку всего одной фрезой, раскрыла все боковые, все пазухи, достала все, что только можно было достать. И решение проблемы на самом деле очень-очень простое. Она установила тампонаду. Но по какой-то непонятной мне причине она ее не сняла со словами «мы столько раз это показывали». Я думаю, что вы должны написать в комментариях, что «Лена, покажи-ка нам тампонаду, и мы обязательно отснимем, мы покажем». Потому что Лена думает, что вы знаете, как это делается. И, честно говоря, я тоже думаю, что все знают, но иногда бывает такое, что раз напишут, оказывается, не знаю. В общем, дайте мне обратную связь, нужна вам тампонада на видео или нет. Для чего же делать тампонада в таких случаях? Давайте, пока Лена нам срезает кутикулу, я об этом немножечко поговорю. Тампонада нужна для того, чтобы приподнять уголочки вырастающего ногтя в данном конкретном случае. То есть мы с помощью специального материала, который синтетический, он не будет гнить, мы приподнимаем уголочки и разгружаем пальчик, и ноготь у нас не вырастает. Это отличный выход из ситуации. Иногда это прям помогает справиться с проблемой роста ногтей, если она несерьезная. Иногда это как временная мера, иногда это как профилактика или домашний уход. Многие клиенты у нас на домашний уход берут капалин и дома ставят себе тампонады, потому что так сказала Лена. А если Лена сказала, то значит так надо. С Леной мы не спорим. Еще раз повторюсь, Лена – это ведущий мастер моего салона, мастер подологического направления. В большинстве случаев работает она с ножками, хотя иногда и бывают мои работы. Но большей частью это все ее заслуга. Я выступаю здесь лишь комментатором и просто объясняю вам, что же мы такое делаем. Кстати говоря, я помню, что в одном из прошлых видео вы очень сильно расстроились, что мы на бинтике не нарисовали веселую мордашку. Вот в этом видео есть очень прикольный сюрприз, который я потом обнаружила на видеозаписи и подумала, что Лена просто гениальна. Вот дождитесь, конца видео. Вот оно сейчас, смотрите. Она нарисовала сердечко. Я считаю, что это очень-очень мило. Вот такое вот милое сердечко. А на пальчике гематома, она просто его отдавила, и нет смысла ее прокалывать или зачищать на данном этапе. Она прекрасно себе срастает. Так что дождемся, когда она дойдет до свободного края. Но на следующие визиты мы все-таки рекомендовали клиенту установку коррекционной системы. Будем ждать ее возвращения. Пожелаем ей удачи. И сразу хочу сказать, что, как правило, гипергидроз стопы еще и проходит чуть позже, немножко с возрастом. То есть девочка у нас молоденькая, ей, по-моему, лет 18-19, еще не все устаканил в своем организме. А скоро ситуация может поменяться, поэтому это совершенно не приговор. Главное, что если у вас влажная стопа, пожалуйста, не выстригайте очень коротко ногти, а лучше ходите просто на гигиенический педикюр. Не обязательно эти самые ногти покрывать или чем-то красить. Можно ведь просто приходить на обработку, чтобы вам приводили пальчики в порядок и проблем никаких не было. А теперь вернемся к тампонаде. Вот так вот она выглядит, немножко подняты уголочки и наше сердечко. Пишите, если нужен мастер-класс по тампонаде. В общем, мы его отснимем, если вы хорошо попросите. Пока-пока!